Друзья, всем привет, с вами канал Stable Diff. Вышел новая модель Queen Image 2512. Давайте посмотрим, что эта модель из себя представляет, на что она способна, и также сравним ее с предыдущей моделью. Основная особенность этой модели, она очень классно генерирует фотореалистичные изображения. Давайте посмотрим. Вот такие вот генерации у меня, по крайней мере, получились, но можно, наверное, и еще получше. В принципе, фотореализм достойный в этой модели, он значительно лучше, чем у предыдущей модели. Следующая возможность, которую этой модели улучшились, это способность генерации текста на кириллице. Смотрите, кириллицу он генерирует намного лучше, чем предыдущие модели. Вот такие вот примеры. Смотрите, здесь вообще текст очень шикарный, прям отличный стиль. И не ошибся. Причем вот эта генерация вообще с первого раза была сделана. И вот это тоже была с первого раза. Вот эту вот генерацию я делал много раз, пытался. Но она, в принципе, стабильно получается вот в таком вот варианте. То есть где-то ошибки по-любому есть, потому что текста достаточно много. Чем ниже, чем дальше вот текст от начала промпта, тем больше ошибок. Если мы сравним, например, Z-Image или Flux 2, то здесь, в принципе, текст, примерно вот плюс-минус на уровне. Следующий момент, Not Safe Work. Здесь, в отличие от предыдущей модели, все достаточно неплохо. Верхняя часть получается великолепно, то есть все очень детально там проработано, а вот нижняя часть, если вы будете на ней акцентировать внимание, то она будет ужасная просто. А если будет издалека показано, в принципе, что-то такое более-менее. Но Not Safe Work здесь реально стал рабочий, то есть если без каких-то там нижних особенностей это все делать, то вполне прилично. И по поводу разных стилей на Queen Image 2512. Смотрите, вот это, например, Digital Art стиль. Вот таким вот образом он показывается. Это Oil Paint, то есть рисунок красками. Вот в таком вот видео тоже можно здесь получить. Следующий вариант это детский рисунок Children Paint. Следующий вариант тоже детский рисунок. Это какой-то микс, я уж сейчас не помню, там что-то намешано. А вот это уже вектор арт лого, то есть логотип в векторном арте. Тоже, в принципе, достаточно неплохо получается. Это illustration, то есть иллюстрация. И вот такой вот вариант тоже с иллюстрацией, с флагом китайским на самом верху. Вообще отлично. Обычно всегда был везде флаг американский, теперь уже присутствует и китайский. Ну и вот такой вот вариант пиксель арт. Какие-то другие стили, может быть, я не попробовал, но большинство популярных стилей это все-таки модель знает. Насколько точно она их показывает, вы видели сами. То есть примерно вот таким вот образом она их отображает. Может быть, не очень точно, но возможность генерации в других стилях она есть. Есть некоторые особенности в настройках. Я, естественно, сейчас покажу, когда будем смотреть на схему. Давайте посмотрим на сравнение предыдущей модели и новой модели 2512. А вот такой вот фотореализме разница. Здесь на самом деле более размытое изображение и менее похоже на фотореализм. Здесь у нас вариант вот с котиком. В принципе, здесь опять же более такие глубокие цвета, более глубокий контраст, более интересное изображение. Реально выглядит намного лучше. Вот этот вариант это с лорой Vui Lightning, альтернативная лора. Она больше как в фотореализм уходит. Если нужен именно фотореализм, то она подойдет. Если нет, то лучше эту лору не использовать. Это уже обычная лора Lightning, тоже немножко фотореализм она уходит. Следующий вариант это Digital Art, предыдущая модель и новая модель. Опять же, новая модель пытается фотореализм куда-то уйти. Но если CFG поднимать, то вот я как только что показывал, можно опять же получить вот такие вот стили тоже. Теперь стиль поп-арт, это предыдущая модель, здесь был поп-арт, здесь какой-то фотореалистичный поп-арт получается. Дальше еще просто пример генерации, здесь какого-то конкретного такого стиля нет. Это аниме должен был быть, и предыдущая модель аниме не выдает, и это тоже не выдает. Опять же, может быть, это подсказка по работе, конечно же, аниме можно получить, по крайней мере, на предыдущей модели. Вот на новой все-таки фотореализм очень сильно уходит, но можно опять же поднять CFG, и аниме тоже можно получить на ней. Это у нас стиль пинап, справа у нас изображение на 2512 без Lightning Lore, а это на 2512 с Lightning Lore. Смотрите, с Lightning Lore все уводится фотореализм больше намного, чем без нее. То есть без Lightning Lore, CFG там 3,5 примерно, можно получить все-таки более широкий набор стилей. А дальше это у нас опять же без Lightning Lore справа, фотореализм. Здесь фотореализм гораздо насыщеннее, гораздо богаче. Не сказать, что какой-то прям вот конкретная какая-то разница есть. Здесь в принципе тоже фотореализм, но здесь гораздо интереснее он все равно. То есть глазом заметно
но разница в скорости генерации здесь очень большая, там примерно в 3 раза вот эта вот генерация делается дольше. Генерация девушек без Lightning Lore, мне кажется, получается как похуже. Но, по крайней мере, вот в этом вот примере с Lightning Lore мне нравится намного лучше. И обратите внимание на мелкие детали вот цепи. Цепочки очень сложно на самом деле здесь получить четкие, как с Lightning Lore. Видите, здесь прям все вот отлично, звено к звену. Это, мне кажется, в принципе показатель того, что Lightning Lore, она немножко получше собирает объекты в мелких деталях, а здесь в мелких деталях получить какую-то собранность немножко посложнее. Давайте теперь перейдем к схеме. Эту схему сможете скачать на Boosty, закинуть ее себе в Conf.ui, и у вас будет перед глазами вот такая вот схемка. Если у вас какие-то узлы не будут установлены, как всегда нажимаем Manager, нажимаем Install Missing Custom Nodes и устанавливаем все узлы, которые здесь будут недоустановлены. После этого нажимаем Restart, перезагружаем Conf.ui, и у вас все узлы должны установиться и быть вот такими вот, не красными. Если у вас Conf.ui не обновлен, обязательно его обновить. Если вы не знаете, как поставить Conf.ui, то в описании под этим видео вы найдете ссылку на мою настроенную портабельную сборку. Вы можете скачать, распаковать, и у вас, в принципе, Conf.ui будет установлен. Все модели, которых я здесь показываю, опять же на Boosty, они все будут приложены. Там всегда я прикладываю подробные инструкции и альтернативные ссылки, если у вас Hugging Face не работает там или заблокирован. В этой схеме у нас будет выбор из двух вариантов моделей. Это GGUF, если у вас мало видеопамяти, 12 или меньше гигабайт видеопамяти, то попробуйте поставить GGUF. Если у вас 16 гигабайт видеопамяти, то поставьте себе PP8. Если у вас 24 или 32 гигабайта, можете попробовать и BF16, но на самом деле это будет долго, даже вот на 5090 все-таки BF16 значительно дольше работает, очень много видеопамяти потребляет. Я использую FP8 модель, мне она нравится, на самом деле очень неплохо генерирует. По качеству разница между BF16 и FP8 не такая уж и большая. Вот эти вот генеративные модели вам нужно будет расположить в папку Models, Diffusion Models. Также нам понадобится вот такая вот лора. Это Qwen Image 2512 Lightning 4 Step, версия 1 BF16. Эта лора вполне подходит для быстрой генерации, и также, в принципе, изображения с ней получается, как я вот показывал, они достаточно собранные, фотореализм получается отличный, и скорость генерации, конечно же, будет намного быстрее. Почему? Потому что с этой лорой мы можем использовать 4 шага, но лучше использовать все-таки 8. Если без лоры, то нужно где-то 20-40 шагов для генерации, использовать это намного дольше. Также, как альтернатива, есть вот такая вот лора Wooly, но учтите, что Wooly, вот эта лора, она все-таки немножко модернизирует это изображение. Я использую вот вариант 1, обычную лору. Клиповая часть модели такая же, как у предыдущей модели. Это Qwen 2.5 VL, 7B, FP8 вариант и VAI опять же такой же. Это на самом деле WAN 2.1 VAI. Можете его использовать, можете Qwen Image, если у вас он так называется. Если у вас установлен Triton и Sage, вы можете включить тот узел, немножко ускорить генерацию. Теперь давайте перейдем немножко выше. Вот здесь у нас есть вариант работы с подсказкой. Смотрите, мы можем закинуть какое-то изображение и по нему получить описание. А можем отключить это изображение. Вот здесь switch нажать. Это у нас subgraph, то есть внутри есть схемка определенная. Это у нас вариант работы с LM Studio. Я вам до этого показывал работу с Qwen VL из специальных узлов для Conf.ui, но, честно говоря, я так не работаю. Кто у меня на стримах, давно уже, я думаю, все работают на LM Studio. Вы его можете поставить, просто перейдя по ссылке LM Studio, нажимаете скачать, скачиваете экзешник, его устанавливаете как обычную программу, там вообще ничего сложного нет. У вас становится вот такой вот интерфейс, обязательно все обновить, все, что он вам предлагает, это ускорит генерацию. Про LM Studio, кратко, что вам нужно знать, здесь есть 4 опции. Опять же, здесь вы можете выбрать Developer, то есть разработчик, соответственно, чтобы все вот эти опции у вас появились. Работа как с обычным чатом, то есть создаете новый чат, закидываете изображение, описываете или просто общаетесь с моделью. Модель выбирать нужно вот здесь. Но чтобы вот эти модели у вас появились, их нужно скачать. Вторая опция My Models. Соответственно, здесь у вас все ваши модели. Есть вот эти вот названия, которые вам понадобятся в узлах Conf.ui, нужно их будет туда скопировать, чтобы получить доступ вот к этой вот конкретной модели, обратиться, скажем, к ней. И вот эта опция, здесь вы непосредственно скачиваете модель, здесь вы можете ввести в поиске там что угодно, например, not safe work и найти все модели not safe work. Но давайте сначала остановимся на вот этих вот моделях. Смотрите, здесь есть Qwen 3VL 4B и 8B. Вот если из узлов Conf.ui запускать такие модели, там у нас модели, по-моему,
FP8 есть самая маленькая, и она достаточно большая, то есть это там реально большие модели. Вот 4B там модель, она сравнима примерно с 8B, которая здесь в формате GGUF, по скорости работы, по ее размеру. Поэтому здесь вы можете скачать 8B модель, на самом деле 4B модель тоже работает быстро. Если у вас немного видеопамяти, скачивайте 4B, нажимаем вот сюда, например, и нажимаем скачать, да, ну у меня уже эта модель скачана, я ее могу просто сейчас использовать, да. Ну, вот, например, вот такую вот модель выбираю, да, мне вот предлагает выбор различных моделей. Вот здесь мы можем нажать и выбрать, например, Q4, она вот помечена как лайк, то есть людям нравится. Можете выбрать, например, Q6 модель или там Q8. Я, как правило, скачиваю Q4 модели, они оптимальны по размеру. Например, вот эта вот модель 4 гигабайта весит. И 4B модель будет тоже весить около 4 гигабайт, даже поменьше 3,3. Это значительно меньше, чем в Conf.ua из специальных узлов. А также у меня скачана 8B модель, я вот ей тоже очень часто пользуюсь. И также иногда пользуюсь 30B моделью. Такую модель использую редко, когда там что-то у меня не получается. А так вот 4B либо 8B. То есть нажимаем скачать, и после этого эта модель у вас будет доступна. А теперь вы можете перейти вот сюда, здесь можете скопировать название нужной модели. Например, вот такой вот Qwen VL 4B, нажимаем копия. И если мы переместимся вот сюда, вот мы можем ее вот сюда вот вставить. Просто нажимаем Ctrl-V, вставляем эту модель. А если вы хотите переключиться на 8B, не обязательно там смотреть, да, можете просто здесь восьмерку ввести и нажать ОК. Но чтобы из Conf.ua у вас заработала LM Studio, вам нужно открыть теперь вот эту опцию. И вот здесь нужно будет включить вот этот вот переключатель. Обратите внимание, что вот здесь у вас должна быть выбрана опция Developer, иначе вот этой функции у вас в принципе не будет. Поэтому Developer включаем, и вот здесь включаем Start Server. Теперь у вас по вот этому IP-шнику будет доступен этот веб-интерфейс из кода там, и также из Conf.ua у вас тоже будет доступен. Там ничего больше вводить не нужно, он по умолчанию вот к этому адресу обращается. Смотрите, сервер каждый раз запускать не нужно, вы его один раз запустили, и на автомате у вас LM Studio будет стартовать вместе с системой, и вот этот сервер будет запускаться. Он видеопамяти и оперативной памяти особо есть не будет, то есть модели по умолчанию будут выгружены, то есть чисто будет загружен интерфейс. Чтобы загрузить модели, вы можете вот здесь вручную там загрузить, да, но это для чата вот здесь именно в LM Studio. А для работы с Conf.ua здесь есть определенные опции. Давайте перейдем. Здесь у нас есть вариант Auto-Unload, то есть автоматическая выгрузка по умолчанию. У меня здесь так и включено. Но если вы не хотите автоматически выгружать, можете нажать False. Тогда у вас эта модель на автомате выгружаться не будет. По сравнению с узлами QNVL, которые я вам показывал здесь в Conf.ua, есть еще значительный плюс в том, что здесь достаточно много моделей, да, вы можете посмотреть, здесь этих моделей очень-очень много. Чего здесь только нет, там различные варианты, различные кастомные модели, переделанные там. Вы можете здесь все это полистать, через поиск найти, установить, пользоваться. Единственное, что вам нужно знать, когда вы выбираете и скачиваете эти модели, здесь есть вот такие вот иконки. Первая иконка, это означает то, что эта модель поддерживает видение, то есть она может анализировать изображение. Если вы хотите анализировать входные изображения, как у нас вот здесь выбрано, да, то есть мы можем подать сюда входное изображение. Если вы такое будете делать, то вам нужна модель вот с таким вот значком о возможности видения. И вот этот зеленый значок означает то, что эта модель думающая. Она будет сначала анализировать ваши входные данные, изображения, и только потом выдавать что-то на их основе. Также есть вероятность, то, что вот этот вот думающий блок, ее размышления, он тоже вам будет выводиться вот сюда вот в результат. Поэтому я стараюсь использовать модели не думающие, вот эти QNVL, как раз таки не думающие модели, они вот этот блок выводить финк не будут. Итак, в данном случае у нас включено описание входного изображения, мы здесь пишем то, что мы хотим от этого изображения получить, и вот снизу у нас написано системный промпт, он должен быть универсальный. Вот такие у нас настройки, максимальное количество токенов, температуру можно здесь задавать и сид. Подсказка не меняется, пока вы вручную не поменяете этот сид. Если вы хотите его поменять, скажем, на автомате вместе вот с этим сидом, да, то вы можете добавить вот такой вот узел, который называется RG, например, free, и просто подсоединить его и сюда, вот таким вот образом. И теперь, если вы ставите -1, соответственно, у вас каждый раз будет меняться и подсказка, и сид в сэмплере. У вас будет разнообразная генерация. Получается за счет того, что подсказка будет каждый раз разная. Но, как правило, это увеличит время общее на генерацию, потому что перегенерация подсказки тоже происходит, она все-таки тоже занимает какое-то время. Я обычно этот сид меняю вручную, просто так кручу, выбираю там различный вариант сида, и потом уже, если мне он нравится, да, в принципе, но нужны какие-то немножко вариативные генерации, я уже сид меняю вот здесь, рандомайз просто выбираю, и у меня
небольшие вариации происходят. Но вот эта модель, как и Z-Image также, она не особо склонна прям разнообразие какое-то выдавать при одной и той же подсказке. То есть хотите разнообразие, поменяйте сид на генеративные вот этой вот модели LM Studio. Давайте опустимся немножко ниже. Здесь у нас есть негативная подсказка. Смотрите, в негативной подсказке я прописал фотореалистик. Она по умолчанию у вас работать не будет, да, если у вас CFG стоит единица, поэтому эффект она не окажет. Но если вы будете делать какие-то разные стили, вы должны будете повысить вот здесь CFG, допустим, до 3,5. А ставите 3,5 и уже вот здесь в подсказке, например, отключаете вот это входное изображение, оно может описываться не совсем точно. Вот здесь пишите конкретный стиль, который вы хотите получить, и дальше описание изображения. Вот таким образом это работает. На Boosty я вам приложу примеры пронтов в различных стилях, которые я вот показывал вам в самом начале. В принципе, в виде изображений на zip архиве вам приложу. Вы их просто сможете закинуть, эти изображения, в Config и получить схему уже с подсказкой вот рабочей, да, на которых получилось вот это изображение конкретное. В общем-то, в базовой схеме, вот в базовых этих настройках при CFG единица у вас негативная подсказка не учитывается. И, как правило, все изображения будут склоняться к фотореализму. Теперь давайте перейдем немножко ниже. Здесь у нас есть возможность выбора различных пропорций изображений, и здесь мы можем поставить различные разрешения. Если вы поставите 1 мегапиксель, это, как правило, изображение будет более низко детализированное. 1,5 мегапикселя — это, мне кажется, максимальная детализация, которую можно получить на Qwen Image. Если вы здесь поставите 2 мегапикселя или более, у вас детализация особо не улучшится, время генерации будет дольше, и изображение будет насыщенное лишними для композиции деталями. Вы можете сами попробовать и убедитесь, скорее всего, вам это тоже не понравится. Ну и теперь давайте перейдем к основной группе, это генерация изображения. Здесь у нас есть первая опция Our Flow, здесь нужно поставить либо 5, либо 7, может быть 9. Вот такие значения изначально, базовое значение здесь все-таки 5 была. Для фотореализма вот такого вот я иногда ставлю 7, мне кажется, немножко потоньше детальки получается, но можете сами посмотреть. Дальше вот такие вот настройки. Сэмплер, смотрите, Res2S, отличный сэмплер, я на Boosty вам приложу, как поставить эти вот сэмплеры, там нужно установить специальные узлы. Также очень неплохо работает вот такой вот сэмплер ER-SDE. По скорости, может быть, немножко он побыстрее, но по качеству он немножко все-таки уступает, то есть тонкость деталей там будет немножко поменьше, хотя тоже изображение будет лучше, чем с эйлером, с обычным. В плане планировщика мне понравился больше бета. Можно опять же Simple поставить. Вот Bong Tangen здесь дает такое немножко более грубое изображение, более крупные какие детали. Получается бета, мне кажется, оптимальное значение, но можете попробовать что-то еще. Теперь по поводу количества шагов. Вы можете здесь получить уже хорошее изображение от 4 шагов, но если хотите получить прям максимальное качество, это 8-10 шагов. Дальше смысла повышать вообще никакого нет, потому что по качеству вы ничего не получите, по скорости генерации потеряете во времени. Поэтому 8 шагов, мне кажется, здесь это оптимально. Можете попробовать там 6. Может быть, для вашей видеокарты это будет по времени более приемлемо. Здесь чуть ниже я сделал вот такую подсказку, как я говорил в самом начале. Если вы хотите различные стили получать, то CFG вам нужно будет повысить до 3,5. И лору отключать не нужно, вам нужно просто понизить немножко ее веса до 0,6, 0,7. Вот, и уже там прописывать так конкретные стили. Единственная генерация, конечно же, будет в 2 раза дольше, потому что CFG это уже двойной проход. То есть единица это выключенный CFG, по сути дела, выключенный негативный промпт, одинарный проход. А это будет уже двойной проход, соответственно, генерация в 2 раза дольше. Если вы делаете фотореализм, вам, наверное, не нужно все-таки CFG поднимать выше единицы, а вот для других стилей, наверное, будет нужно. Давайте переместимся немножко вправо. Здесь у нас есть вот такой вот апскейлер C2R2. Этот апскейлер отлично дополняет современные модели Z-Image, Qwen. Эти модели современные, как правило, очень высокой детализации не дают, даже если поставите там 2,5 там, или 3 мегапикселя, все равно детализация будет не очень высокая. Но вот этот апскейлер, он точный и очень здорово для этих моделей современный подходит. То есть для моделей, которые делают мелкие детали собранными. Если у вас, например, будет SD1.5, такой апскейлер вам не подойдет. Вам нужно будет как-то корректировать изображение, там, восстанавливать поломанные глаза и так далее. Здесь, как правило, такого нет. Здесь изображение даже в мелких деталях достаточно собранное, но не хватает именно детализации. И чтобы эту детализацию поднять вот так вот, да, мы используем вот такой точный апскейлер, который не меняет нашего изображения, а просто делает повышенную детализацию. То есть вот таким вот образом мы можем достаточно быстро поднять детали. Также для фотографии этот апскейлер тоже подходит, но он все-таки
При определенных вот изображениях, таких слабеньких, скажем, Super уступает, ну, прилично. Если изображение уже высокодетализированное, качественное, то вполне подойдет, то есть будет на уровне Super. По настройкам этого апскейлера, что можно сказать, здесь важно выбрать правильную модель, это FP8 Mixed, отличная модель, очень качественное изображение выдает, не выдает этих вот квадратов, как FP8 обычная модель выдавала. Sage Attention, если у вас установлен, и Triton, соответственно, то выбирайте Sage Attention, генерация будет еще быстрее, процентов на 30. Если Triton Sage Attention не стоит, то SDPA выбирайте, это будет медленнее, но будет стабильно работать. Разрешение, вот как, например, здесь 2 мегапикселя вполне подходит, и по времени генерации это очень быстро. Если будете ставить 4 мегапикселя, там 5 мегапикселей, то это по времени будет значительно дольше, и апскейлер будет работать с более мелкими деталями. То есть тут смотрите уже по характеру вашего изображения. Если вам нужны прям совсем мелкие детали, то поднимайте разрешение. Друзья, вот такая вот модель Qwen Image, на самом деле очень интересная модель. Но ее нужно, конечно, сравнивать с Z-Image как самой популярной моделью на данный момент, а для локалок. Смотрите, фотореализм дает и та, и эта модель отличная. По потреблению видеопамяти разница очень большая, то есть Z-Image значительно меньше потребляет видеопамяти. По скорости генерации Z-Image быстрее генерирует. По собранности в мелких деталях и, в принципе, по отбраковке, скажем, изображений, которые будете получать, Qwen Image здесь будет выигрывать. Все-таки здесь 20 миллиардов параметров, это не может не сказываться на собранности в мелких деталях и, в принципе, на отбраковке изображений. Здесь вы будете получать практически каждое изображение годное. А на Z-Image вы будете получать, наверное, каждое из 5 где-то годное, но там генерация намного быстрее зато происходит. И потребление видеопамяти там тоже намного меньше. Следующий момент – это обучение лор. Для Z-Image вам намного меньше нужно будет ресурсов, чтобы обучить свою лору, своему лицу, своему стилю или еще чему-то. А вот Qwen Image, скорее всего, для большинства вообще не хватит таких ресурсов. Либо нужно будет понижать биты модели, то есть это будет влиять уже на качество обучаемой лоры. И, возможно, такой ролик по обучению Qwen Image я тоже запишу в скором времени. Если это видео вам понравилось, поставьте обязательно лайк, на Рутубе поставьте ему ракету. Если вам интересны более подробные инструкции, заходите на Boosty, там я всегда прикладываю более развернутые инструкции, также какие-то примеры там приложу вот со стилями вот эти вот генерации, чтобы вы могли их повторить, посмотреть, как там были сделаны эти настройки. И также переходите в мои телеграм-каналы, мой телеграм-чат, там я тоже выкладываю полезные материалы. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока.